Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Мы находимся на китайском сервере. У нас третья воронка времени, но открылся 100-й уровень персонажей и также появилась стихийная закалка. Соответственно, урон уже другой. Рассмотрим команды, которые используют, кто у нас тут в топе, кто лидирует и что у них там вообще по шмоткам, по сетам и так далее. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Первое место у нас будет ледяной взрыв. Питомец Голем, у него уже улучшено 3 таланта. Получается талант оленя, 3 сима и на атаку. 45% от базы дает улучшенный, кстати, талант. Неплохо так. И талант оленя на 7% с половиной. Увеличивает наносимый урон от навыков по одиночной цели. Неплохо так апает. Тут у нас получается новая эксклюзивка саппорт льда. Именно с первым пробуждением. Я уже ранее говорил, что первое пробуждение дает ему штраф атаки. Соответственно, тут вот этот мифик, который будет вешать дебафчик на повышение урона. И вот этот новый сет. Я так понял, он дает и защиту, и здоровье. По характеристикам, тут он больше в защиту идет, потому что у него лечение идет именно от защиты, когда он берет эксклюзивный талант свой. Ну и, соответственно, точность. Также видел варианты замен. Именно Зорока меняют на Этерил, и она благодаря дебафу своему увеличивает урон команде. У него ее либо нету, либо он еще не в курсе, но с ней в итоге урона больше. Тут получается Зорок у нас полностью вообще в атаку, защиты почти нету. Талантик на подхил, атаку он бафает нам по-любому на билдель, и также вокруг себя увеличивает урон наносимый. Артефакт рога оленя и вот еще новый мифический шлем. Такого у нас еще не было. Фред Гунда у нас в сете, который у нас вернулся в этом сезоне, который дает шанс крита и также настакивает атаку и крит урон в процессе использования абсолютного навыка. Тут у него шмотка на крит урон, но 5 проков шанс крита. Очень много, кстати, у нее крит урона 350. Ну и, соответственно, эксклюзивный артефакт на сове, который также дает крит урон и шанс крита. Это единственный артефакт в игре, который дает именно вот эти характеристики одновременно. Тоже по характеристикам все идет у него именно в допы. Конкретно шанс крита и крит урон. Пятая сова, несомненно, прям жестко бустит ледяной взрыв. Шина у нас тоже полностью в атаку. Талант на подхил взят. Раздача атаки и защиты. И сет на заливку. Ну и, соответственно, в разломе. В случае с Этерил, то уже получается, в разломе у нас будет именно Этерил. И шмотка, которую я здесь показывал, тоже будет ставиться на Этерил, потому что она больше дебафов накидывает. И вообще видел ее с ракушкой, потому что на заморозку часто кидает, и, соответственно, ракушка срабатывает. То есть мы даже ставим не вот эту лапку ведьмы, а именно ракушку. Это в случае с Этерил. Ну и, соответственно, билдель. Тут у него куча атаки для данного этапа игры. Почти 7000 атаки получается. Это без проточки, только стихийная закалка и все. Также талант на отхил тут не взят. Учитывая, что она милишник и стоит в передней линии и получает много урона, получается она без подхила все равно там живет за счет новой эксклюзивки. То есть уже стоит сделать вывод, что саппорт новый очень-очень жесткий. Потому что дает просто невероятную выживаемость. Ну и тут, соответственно, на шанс крита, атака, бронька такая себе. Честно говоря, тут 3 прока на шанс крита, и все остальное тут, в принципе, не нужно. Далее у нас идет тоже ледяной взрыв, но уже с Филосией. Также обратите внимание, разница в уроне просто почти в 2 раза. Это огромная разница, на самом деле. Даже если посмотрим характеристики у билдель, то, ну, там, конечно, шанса крита у него намного больше, плюс тут новая бронька. Еще пока не знаю точно, насколько она хороша. Но он тут и стихийную проточку не сделал. У него перчатка на атаку. Ну, возможно, да, из-за того, что
шмотки у него такие себе, то и, соответственно, такая огромная разница в уроне. Тут уже и талант на подхил взят. Вот как-то вот так. Филосия тоже в новом сете. И мифик на щиты уже есть. Используют жилетку, потому что, скорее всего, очень тяжело с выживаемостью. И, соответственно, приходится брать именно ее. Почти 300 просвещенности. Зорок также полностью в атаку. Сет залива и рога оленя. Ну и, соответственно, раздача на атаку. Вот такая вот шина. Тут уже она у нас будет вешать дебафы. И, соответственно, шмотка вот это на ней. Также вокруг себя урон бафать будет тоже именно шина. Так, билдели я уже показывал. Ну и вот такая вот Фредгунда. Видимо, не хочет она на него жить. А может быть, просто здесь самые нормальные допы у него получились. Поэтому именно как-то вот так вот он решил сделать. Да, скорее всего, все просто из-за того, что именно максимальные проки пока что на данный момент именно в этих вещах у него. Да, но если мы посмотрим на прошлого, да, помните, там 350 крит урона было у Фредгунды, у топ-1, то, конечно, она намного больше раздает. И, соответственно, поэтому такая разница в уроне. Тут тоже у него 3 таланта апнуто уже. Далее у нас идет Аура, Анелизис 3, но Таресия тоже 3, без 5 пробуждения. Новая эксклюзивка с первым пробуждением. Не стал он руну давать, либо просто нету пока что у него ее. Да, тут она у нас на защиту вся. Да, тут защита, тут защита. Вот как-то вот так. Далее Линкас, тоже защита здоровья. А нет, тут у него даже защиты мало. Ну, скорее всего, просто потому что новая эксклюзивка танчит, поэтому тут ХП и атака. Да, защиты очень мало. Потому что в роли танка у нас теперь вот данная мадмуазель. Дианта, тоже атака, ХП. Мотка на раздачу и на баф вокруг себя. Также, соответственно, в разломе. Точности пока что столько хватает. Таресия тут уже тоже с новой перчаткой вот такой вот. То есть не стал он давать перчатку на урон по штрафу защиты. Возможно, проблема в этом, возможно, в чем-то другом. Характеристики тоже такие себе. ХПшек мало у Таресии. Тут она у него больше на атаку, походу. Ну да, бронька тоже на атаку. На ХП у него, походу, нету. Это странное решение, если ты играешь через ауру, почему не брать с собой шмотки на ауру. И вот такая вот Анелизис. Тоже рун у него тут не хватает. Как-то так. И давайте еще глянем дальше, что у нас там идет. Уже просто, так сказать, одним глазком, без детального прям разбора. Тут еще меньше урона. Сейчас посмотрим хотя бы саму белку. Хотя странно, статы тут получше. И топ-5 тоже белка, но тут сова у нас 2 и белка 3. То есть все уже пошли прям конкретно на убывание. Да, везде ледяной взрыв. Ледяной взрыв, ледяной взрыв, ледяной взрыв. Тут уже, видите, без пробуждений. Белка тоже слабенькая, но все равно бьют именно через ледяной взрыв. Вот такой вот у нас, в принципе, обзорчик получился. Всем спасибо, кто смотрел. Подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал. Все ссылочки в описании. До скорых встреч. Всем пока.